Сегодня у нас в студии человек, который режет правду матку и лицо тоже. Наиля Джавдатовна Сайдалиева– одна из первых женщин-пластических хирургов в Ташкенте и вообще в Узбекистане. Она не просто оперирует, она переводит страх в уверенность. И сейчас мы разберемся, где заканчивается красота и начинается зависимость. Почему ботокс может быть опасен, а скальпель– другом. И что происходит, когда муж приводит жену на доработку. Готовы? Тогда поехали. Здравствуйте, рада приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, мне тоже приятно прийти к вам в гости и очень лестно участвовать в таком подкасте, в таком проекте. Наиля Джавдатовна, вы одна из первых пластических хирургов в Узбекистане. Скажите, пожалуйста, что было для вас самым сложным в начале пути? Очень хороший вопрос, мне его часто задают, и я раньше думала, что это соревноваться с мужчинами, с хирургами. Но сейчас я понимаю, что это все были гендерные такие различия. Это в моей голове было что-то, несложенные пазлы. Самое главное было, чтобы меня поверил мой муж, моя семья, потому что мой муж мне дал первые деньги на обучение, на эту профессию. И он сказал, я говорю, если мне ничего не получится. Он говорит, вернешься обратно в свою челюстно-лицевую хирургию, в стоматологию, и ничего страшного, у тебя есть, тебе есть за кем спрятаться. И, конечно, работать с мужчинами-хирургами было сложно, потому что для них женщина это все-таки хирург, не обладающий большим авторитетом. Я должна была своим профессионализмом показать, что я с ними на одном уровне. Ну, то есть вы не старались конкурировать с мужчинами, вы просто хотели показать, что вы тоже достойны быть, безусловно, хирургом, и также делать такие же хорошие работы, показывать с операцией. А ваш муж тоже в сфере медицины? Он врач, да, он врач-имплантолог, ортопед, у него своя клиника. И вот он мне сказал, если даже тебя там выгонят со всех клиник, уволят, ты можешь всегда прийти ко мне, просто сидеть на ресепшене и не работать. Ну, как бы я это дело люблю. Я вообще люблю медицину, хотя изначально не всегда я думала про медицину. Но правда? Да. То есть вы не хотели быть врачом изначально? От слова совсем. Да, моя бабушка мечтала, чтобы ее внучка была врачом. Она всегда говорила, война в мир, врач нужен всегда. Да. И она мне подарила, помню, лет в 7 фонендоскоп. А он был такой резиновый, такой плотный, хороший. И мальчики у нас, мы пошли в 1 класс, и мальчики мне показали, как можно плеваться через эту трубочку. Этой трубочки у меня не было, у них была металлическая трубочка. Я решила, что трубочка из фонендоскопа мне очень подойдет. Все это разрезала с таким удовольствием, в общем, поигралась. У моей бабушки, конечно, было очень расстроенное лицо по этому поводу. Конечно. Вот, и, все-таки как-то она меня так направила очень мягко и хорошо, и я, прежде чем прийти в мединститут, я училась в медучилище. И на одной из лекций по хирургии мы сидели с подружкой, обсуждали девичьи какие-то разговоры. И меня тогда наш педагог, хирург, сделал мне замечание, поднял меня, говорит, вот вы разговариваете, не слышите мою тему, а вы вдруг станете хирургом. Как в воду глядел. А вы не слышите мою лекцию. Я ему говорю, я никогда не буду хирургом. И вот как вот жизнь меня так подвела вообще. Никогда не говори никогда. Это точно. И поэтому так получилось. А вот как вы считаете, вот по вашему мнению, почему так мало женщин-хирургов все-таки? Это тяжело. Это тяжело. Сейчас очень много женщин-хирургов, но это не женская профессия. Что бы мне ни говорили, потому что я не помню, как выросли мои дети. Я не ходила практически на их утренники. Я не помню их классные собрания и их классы. То есть, потому что я всегда была на работе. Наша работа это требует 24-часовой режим работы. То есть меня могут вызвать ночью, там что-то с пациентом скровил или что там, или
Или пациент мне звонит и разбудил меня, а когда он тебя будет, ты просыпаешься, начинаешь ходить, думать, что делать, уже весь дом тоже просыпается, хоть ты Да. стараешься тихо там ходить, потому что ты очень сильно переживаешь. И вот сейчас у меня есть ученица, я ей говорю, подумай, 100 раз подумай, прежде чем пойти в хирургию женщин. Все равно надо было, я сейчас понимаю, надо было больше уделять внимания моей семье и моим детям. Мне То есть просто повезло. у женщины очень много других задач, Да, да, по безусловно, жизни? да. Поэтому я бы... Ну и опять же, если бы вернуть все обратно, вы бы пошли бы в хирургию, да, я пошла, просто, может Да, быть, вот как-то... вы когда почувствовали, что именно вот хирургия — это вот тот путь, который вот ваш? Меня выбрали. Выбрали? Да, из многих женщин у меня был наставник Шерматов Абром врач, который директор клиники Истимед. И он, видимо, дал какой-то там клик или что там. Искали женщину-хирурга. И я к нему пришла на консультацию, вернее, он меня вызвал к себе и сказал, я хочу с вами поговорить. Ну, я пришла так вальяжно, я работала в очень хорошем месте, у меня было все хорошо, все замечательно. Так, с любопытства пришла. И он мне задавал какие-то вопросы жизненные. Мгм. И я что-то ему отвечала, даже не помню. Сейчас мне спросите, я ничего не помню. И он мне всегда говорил, ответь неверно, ответь неверно. Какие-то жизненные вопросы. И я так встала и ушла. Да. И он мне потом, через какое-то время говорит, а вы перезванивает мне, говорит, а вы почему не пришли еще раз? Я говорю, ну вы сказали, что у вас конкурс, я там по конкурсу, наверное, не прошла. Он Это вы так считали сами, что вы не прошли. Ну да, и он мне с таким юмором ответил. Короче, я выбрал лучшее из худшего. Мне понравилось его чувство юмора. Он говорит, придите еще раз поговорим, что вы хотите, что я вас вижу, сможем ли мы сработать. А вы всё. уже, то есть, были практикующим пластическим хирургом на я тот была момент, нет? челюстно-лицевым хирургом. Челюстно-лицевым. Я была я по образованию челюстно-лицевой хирург и работала в первой правительственной поликлинике Узбекистана. Там мы вели общий прием, как и хирурги, как и ортопеды, как и терапевты. То есть это так стоматология. Тебя вот в клинику там поставили, и ты там работаешь месяц здесь. То есть просто сначала как стоматолог. А потом уже была специализация, интернатура. Пластическая. Нет, сначала по челюстно-лицевой хирургии, а потом уже я вот первая в Узбекистане, кто получила документ пластического хирурга. То есть, будучи работая уже в Истимеде, да? Да. А какие вообще запросы женщин вас удивляют чаще всего? Вот? Ну, быть похожей на какую-то актрису или на ту же самую соседку. Да, там. То есть приходят с такими запросами, что... Я им говорю, красота — это индивидуальность, пожалуйста. Вы так красивые, видение красоты у всех по-разному. Вы для меня красивы. Там. Вот он мне показывает фотографию. И больше всего я люблю, когда мне показывают фотографию, где она в молодости. Вот тогда я могу помочь биомеханику там разработать в плане того, что где были веки, на каком уровне были брови, на каком уровне там была щека, как-то помочь это все рассказать и что мы можем сделать. Когда мне показывают фотографию какой-нибудь артистки или соседки, которой понравилась операция, то я всегда говорю, что у меня не получится ничем. То есть, получается, стандарты красоты на сегодняшний день — это веяние моды или все-таки давление общества? То и другое. К сожалению, и то, и другое. Да. Сейчас диктует моду Инстаграм. глянец, Да, Инстаграм. Но я люблю Инстаграм. Кто знает меня, я не очень активна в Инстаграме, но Инстаграм, в принципе, правильно направляет. А наша задача сделать это грамотно и без вот этих иллюзорных фотошопных фотографий. Инстаграм, он же весь сейчас вот эти вот фильтры, да, я всегда одинаковые кукольные лица. Я всегда говорю, слушайте, мы настолько все сейчас отфотошопированы, что, не дай бог, если человек потеряется, его никто не найдет. Да, это черный юмор, но это правда, поэтому... Да, нам нравится, когда мы все отфотошопированы, мы видим себя красивее, чем мы есть на самом деле.
Но в последнее время я вообще люблю себя принимать такая, какая я есть. Я иногда даже хожу не накрашенной на работу. Это очень Да, хорошо, потому так что что, я же говорю, сейчас мы даже не можем себя принимать такими, какие мы есть, к и не сожалению. принимаем себя уже без вот этих вот масок. И Я это всегда говорю своим пациенткам, помните, когда, говорю, мы фотографировались в молодости, нам какие-то фотографии не нравились, да, и мы их там убирали на задний план, а сейчас, когда смотрю, думаю, да чудо, я как хороша была, что я себе не нравилась. да. Все меняется, все А бывает меняется. такое, что вот пришла пациентка, а вы просто ей говорите, что вам это не нужно. То есть Да, вы ей отказываете. да, и я очень долго с этим пациентом разговариваю, Мгм. объясняю, что вот, ну, я вот иногда очень, я считаю, что очень не то, что грубо, я говорю иногда очень жестко в плане того, что вы ко мне пришли с деньгами. Мгм. Вы думаете, мне нужны деньги, и я могу вас оперировать, и мне не важно там, понравится вам, не понравится, хотя для меня это очень важно. Технически правильно я проведу операцию. И я вас предупредила, и вы дали согласие. Но я не получу от этого кайфа. И вы потом тоже не получите кайфа от своего изображения в зеркале. Потому что иногда пациенты сами не знают, чего хотят. И это очень сложно, и начинаешь там... Когда вы понимаете, что нужно отказать? Когда долго разговариваю с пациентом, он меня не слышит. Он даже не хочет со мной соглашаться, хоть в каких-то моментах. Он задает один и тот же вопрос и хочет услышать ответ в той интерпретации, которую он хочет услышать. Нет, я хочу вот так. Сделайте Да, мне вот так. ну, И вы говорите, нет, вам так не нужно, да? да, ну то есть говорю, пока нет. Пока вы можете обойтись малоинвазивными методами. Мгм. Или пока вы, если я даже вам сделаю, вы не увидите вау результата. Или приходит, говорит, я хочу, вот девочки с азиатской внешностью, с азиатским типом глаз, говорит, вот мы хотим операцию, европеизацию век. Я говорю, Мгм. у вас получится глазки-бусинки, и это не есть красиво. Лучше остаться на таком лице с такими глазками. Мгм. Ну, как правило, в своем отечестве пророком ты не будешь. Пациент идет к другому доктору, делает. Он не всегда доволен, как правило. Приходит, начинает плакать. И что можно Исправьте. исправить, но уже обратной дороги нет. А бывает ли такое, что на операцию приводит муж недовольный, например, там, может, размерами груди или какие-то другие части тела хочет Ну, изменить? как правило, в моей практике это было редко. Больше всего приходят женщины, которые мне говорят, что муж им сказал, что это не есть, что им там что-то не нравится, да. Причем они это говорят не впрямую в лоб, а как-то вскользь, и женщина это чувствует. И я всегда говорю, придите на консультацию со своим мужем, давайте мы поговорим вместе. Мгм. Начинаю задавать вопросы этой женщине. В этот момент главное быть с ней заодно, рядом, вместе, чтобы она почувствовала не меня как врача-хирурга, а просто Мгм. женщину, которая, подружку, которая выслушает и мягко это все скорректирует. И, как правило, когда приходит муж, он говорит, да ничего я такого не говорил, да я ее люблю, да она такая красавица, да там, Мгм. в общем, и так далее. Я говорю, ну вы, наверное, может, как-то намекнули или что. Ну, говорит, просто бы я сказала, помнишь, какая ты была там в молодости. Ну, если доктора есть возможность это поменять, и моя жена это примет, то мы могли бы это сделать. Но вот так, чтобы как-то вот прям категорично муж привел, и вот сделайте, такого у меня не было. Я думаю, что наши мужчины намного мягче в этом плане. И Нет, ну, как-то... может быть так, что она пришла и говорит, что мой муж хочет, чтобы там, мне там что-то изменили. Не Да, так так, прям за да, руку да, да, привел, да, да. так, А то есть по просьбе да, или так там по говорят, нет, желанию. говорят, да, но я как говорю, вы сами этого хотите? Она говорит, ну Да. вот я не знаю, а вы как вы думаете? Я, например, это связано с грудью. Я Мгм. начинаю вставлять инсайзеры, одевает кофточку, она смотрит, говорит, да, вот так действительно лучше. И потом мы уже начинаем обсуждать Мгм. все возможные процессы операции, там, осложнения и так далее. Там, то есть реабилитацию, все, что может с этой операцией быть связано. Мгм. А вот правда это или это миф, что хирурги иногда делают операции, которые считают бессмысленными? Лично меня, я думаю, что лично меня это никогда не касалось.
Я слышала про это. Мгм. Ну, вот пришла ко мне девочка, ну, просто вот нереальной красоты. И села, и я вот думаю, что она сейчас скажет? И Мгм. она говорит: доктор, вот смотрите, когда я вот так сажусь и нагинается, Мгм. у меня вот здесь жирок, видите? Мгм. Я говорю, ну, Он у вот его, всех. да, его нужно убрать. Я говорю, так это же нормально, у каждого человека должна быть подкожно-жировая клетчатка. Когда мы садимся, не может быть плоский живот, это нереально. И начинаешь ей это объяснять, ну, она начинает Может быть, смеяться. придет когда-нибудь мода на эти животики. Нет, ну как-то я так или, например, она говорит, вот видите, у меня над коленками жир. Ага. Я тогда не носила очки. Я говорю, сейчас я одену очки, возьму лупу и посмотрю. То То есть, есть вы тоже с юмором. да, ну я Такая. стараюсь, нет, это как-то нет. Ну, а потом, когда этот пациент начинает с тобой вместе смеяться, Мгм. ты понимаешь, что ты разрядил обстановку и что все нормально. А И бывает такое, что вот вы отказали, а потом все-таки пациент настаивает и даже вот готов заплатить больше? Были случаи, когда я объясняла, что может быть вот так, вот так, вот так. То есть вы не удовлетворитесь своим результатом, потому что, может быть, э, вы не увидите это. То есть приходит пациент с запросом поднять брови при узком Мгм. лбе. Мгм. И при всем, что рост волос тоже короткий. И если даже я подниму эти брови, он не увидит никакого результата. И я начинаю это объяснять, и пациент говорит, нет, вот смотрите, я вот поднимаю, так вот лучше. Я говорю, то вам сейчас так кажется, что это лучше. Вы все равно. Я это объясняю, заставляю все это прописывать, то, что я объяснила, в согласии на операцию. Я снимаю видео о том, что я говорила об этом пациенту, что это может быть. И только тогда я могу взяться за эту операцию. А были ли случаи, когда после проведенной консультации и когда, допустим, вы все это проговорили, все это сказали, и действительно получилось так, как вы говорили, и Конечно. потом пациент вдруг предъявляет какие-то претензии? Были Безусловно, были, к сожалению, в нашей профессии? профессии мы не защищены никак. Мгм. Как бы мы не прописывали согласие на операцию, какие бы мы видеорепортажи не делали с пациентом, которые тоже не разрешают себя выставлять и даже предоставить это в суде, ну, иногда Да. приходится. Да, и были такие случаи. Было все. К сожалению, было все. То есть вот для вас важнее просьба пациента или все-таки ваше мнение? Скорее всего, мое спокойствие. Мое мнение равно спокойствию. Да, мне спокойно, когда я откажусь от операции, Мгм. и я буду спать спокойно и не нервничать. Что там получилось или что там может случиться? Мое спокойствие, самое главное, сейчас уже. Потому что за моим спокойствием это равно еще уверенность в себя. А были ли у вас на приеме звезды? Были, но я узнавала это потом постфактум. Ага. То А есть были те, которым вы отказали, допустим, пришла к вам какая-то звезда, и вот она хочет что-то нам сделать, а вы ей говорите, идите, вам не нужно. а, были, были, отказала, потому что не потому, что я в себе не уверена, Да, потому что у любого пациента могут быть все люди, независимо, звезда или космонавт, да. да, это мы все люди. И если, не дай бог, будет какое-то там не осложнение, а просто задержка реабилитации, там, хотя ты все объясняешь, все рассказываешь, все, у медийного человека известного, он это все воспринимает более близко и более эмоционально, Мгм. и ты от него получишь больше неприятностей, чем от человека, который просто спокойно понимает все это, он никуда не торопится, он готов это ждать, эту реабилитацию, все. И в моем случае, опять же, лучше для меня спокойствие, вежливо отказать, потому что если люди сейчас, ну, мои коллеги смотрят, сейчас есть очень известная доктор Екатерина Ланская, за которой мы все болеем, которую Да. осудили, я считаю, вообще несправедливо ни за что. Якобы после ее блефаропластики ослеп пациент. И не закрывались Да, глаза. это все вот неправда. Я все смотрю по видеоматериалам, видеорепортажам своих коллег, не по медийным Да.
не по медийным программам, и у нас есть свои закрытые всякие клубы, и я понимаю, что все, что сейчас происходит, это очень несправедливо, и никто этого доктора не может защитить никак, только потому, что у кого она оперировала, это очень известный человек, и она решила, не знаю, почему она так решила, и она переписывается со своей дочерью в интернете, она фотографируется. Я считаю, что Да, я слепой видела. человек на это Да, я не... видела эти кадры, как она сидела в Очень, клинике в очках и да, с это очень телефоном в обидно. руках. Неизвестно, что ожидает нас, докторов. Мы очень-очень мы не защищены. Расскажу про такой случай. Мы недавно разговаривали с с моей ученицей Камола Шерматовой. Хочу про нее сказать. Запомните имя. Это очень известный будет в жизни такой в будущем известный пластический хирург. Безмерно я Дай бог. горжусь. Да, безмерно я горжусь. Хочу сказать одно, что мы с ней недавно обсуждали, когда мы только начали делать операцию эндоскопии лба, Мгм. как мне казалось, что я знаю все, Да. что я там очень умная и так далее и тому подобное. И мы сделали эндоскопию, мне показалось, что все на ура, все замечательно. Но, к сожалению, одна бровь упала у пациентки, и я очень расстроилась, пациентка тоже. Но интеллигентность пациентки меня просто заставила быть еще больше выучить материалов, еще больше посоветоваться со своими коллегами, не почувствовать себя виноватой, почувствовать, что человек в тебя верит. Она пришла и сказала: доктор, я знаю, что вы очень старались, у вас не специально так получилось. Я прям видела, как вы старались и как вы переживали. Давайте сделаем еще раз. Мне на тот период было легче Отказать. отказать, вернуть деньги и все. Я увидела веру в ее глазах. Я поехала еще на один мастер-класс. Я перелопатила много литературы. Я, в общем, все позвонила. Ну, не только я, мы там с многими коллегами думали, обсуждали этот вопрос, почему у нее так это случилось. И позвонила ей, я сказала, вот, ну, вернее, она со мной созванивалась. Я говорю, давайте вот определим на этот день. Все, вы готовы? Да, готовы. И она видит, как я это все вымеряю, там тщательно хожу, потом сяду, опять встану, опять Переживали, вымеряю. Да, и что я конечно. очень сильно переживаю. Она взяла меня за руки и говорит, не переживайте, доктор, у вас все получится, у вас все получится. Я думаю, сейчас я Настолько расплачусь, да. вселила в вас веру, да? Да, да. Не думала, что я такая сентиментия. Я думала, сейчас я расплачусь. Я говорю, спасибо вам за доверие. Да. Да, вот мы сделали операцию. Она говорит, слушайте, полгода вы делали назад, и сейчас. Это разные вещи. Как вы вообще выросли и в моих глазах, и в глазах хирургии. Поэтому вот для меня... И я очень хочу рассказать об этом моменте, что Мгм. вот эта интеллигентность пациента и вера в меня, и ее терпение Да. все-таки нам не отрезает крылья, а дают еще больше нам взлететь и показать, на что мы способны. Ну, а как правило, пациенты начинают сразу тебя ругать, начинают тебя Но я обвинять всегда, в знаете, чем-то, как да. говорю, ни один врач не хочет навредить своему Безусловно, пациенту. И безусловно. когда начинают вот эти вот обвинения, это все, конечно, очень неприятно. И мы стараемся дарить красоту и радость, и мы получаем от этого такое вдвойне бонус, да. удовольствие, Конечно. конечно, когда вот девочки, которые приходят ко мне, например, на процедуру, когда они встают и говорят, боже, как мне нравится, как я хорошо выгляжу. Это же воодушевляет на дальнейшую работу. Это точно. Конечно. А вот есть какой-то случай, который вы вот прям вот чаще всего вспоминаете? Может, расскажете еще так интересно рассказываете? Вообще про пациентов? Да. Да. Ну вот какой-то случай, который вы чаще всего вспоминаете. Вот был какой-то такой? Это у меня два таких случая. Это именно связано с отопластикой. Не знаю, почему так. У меня был очень маленький ребенок. Отопластику разрешается делать 7 лет. Мгм. Ему было 6 лет, и он был такой крупненький. И Родители позаботились, чтобы его не булили, да, в школе? Нет, это Нет? он привел родителей. Он привел родителей вы и что? сказал, я хочу сделать себе... Он прям так грамотно со мной разговаривал, отопластику. И на что я ему говорю, слушай, ты вот такой красивый мальчик,
ты еще вырастешь, возмужаешь, череп у тебя вырастет, и твои вот эти ушки не будут потом заметны на этом фоне. И вообще есть такая примета, что большие уши — это признак счастья. Старалась с ним очень разговаривать по-доброму. Он мне говорит: вы со мной почему разговариваете как с маленьким? Я что-то так растерялась, и я говорю: ну, просто ты какие-то моменты в силу своей молодости не понимаешь, я хочу тебе донести Да. их доступным языком. Ну, думаю, как-то даже я так опешила. Он говорит: все, делайте. Сделали мы ему отопластику, он так себя вообще... то есть я ему предлагала под наркозом, он сказал нет. Под 7 седацией, лет да. ребенку? Вот, ему было 6, 6? да, и мы выждали, ну, то есть он где-то там нужно было до 7 лет, где-то месяца 4. Я выждала все-таки 7 лет, он приехал, мы с ним всю операцию приятно болтали, сделали ему ушки, он такой довольный, счастливый. Его, конечно, там во дворе он мне жаловался на операции, как его там. И вдруг в какой-то момент он, видимо, держался, и он расплакался. И я говорю: сейчас я тебе дам успокоительное лекарство, тебе будет, и тебе станет хорошо. И рассказываю, там мы с ним мультики обсуждаем. И я ему дала витаминку. И он мне потом встал и говорит: это же была витаминка, это же не лекарство. Я говорю: ну, тебе же лучше стало. Помогло Он говорит: же. да, он говорит, вообще, говорит, так. И он мне на 8 марта написал такое доброе письмо. И когда мне где-то там скребут кошки, там с работы, там что-то там в жизни происходит, я читаю это письмо. Я сейчас, наверное, расплачусь. Таких Прекрасно. добрых и нежных слов мне никогда никто не писал. Вот этого мальчика, ему уже, наверное, лет 20. Да вы что? Да. Я не знаю, кто дал ему такое воспитание, то есть родители, там, ну, бабушка с ним. Да. Это было такое... Во-первых, это было очень грамотное письмо, стиль был очень такой правильный, так было все добро написано. И в конце он написал: целую ваши ручки. Я вообще там думаю, надо же. Он мне написал, когда ему было лет, наверное, 9, вот так. Он Да через что? какое-то время, да, написал. И был еще парень, который военный. Вы с ним общаетесь до сих пор? Уже нет. Я просто считаю, что ему уже 20 лет. И был парень, который уже военный. Слушайте, у меня там, наверное, уже все потекло. Нет, все в порядке. Был парень, который военный. Он служил нет, он не в армии служил. Он учился в военном училище. Да. И я ему сделала уши. И почему я это сказала, я так и не поняла. Он уходил, я говорю: почему? Я поняла. У него везде были какие-то рубцы. То есть он там... Видно, что он такой любил подраться. Такой весь. Я говорю: только я тебя умоляю, не дерись. Только, сохрани эти ушки, потому что надо их сейчас беречь, надо их сейчас там... в общем, пожалуйста, очень трепетно относись к нашим ушкам. Да, доктор, я все понимаю. И вдруг он мне звонит через дней 20 ночью. Я говорю: что случилось? Он говорит: вот так получилось, вот я там, где он там, его даже хотели на губвахту там, по-моему, как-то это, да, так, за драку там что-то. Ухо почти, говорит, все оторвалось, оно прям чуть ли на плече лежит. Я говорю: срочно ко мне там, лед возьми, держи там. В общем, он приезжает ночью, я ему зашиваю и говорю: так, из миллион шансов у тебя 0,001%, что это оно все приживется, да. На что он мне сказал: что мне делать? Я говорю: у нас только одно, говорю, это молиться. Правда. Там приехали его родители, там приехало его руководство, там, видимо, там что-то было очень все серьезно. Его старший по званию капитан там, или его наставник. Я говорю, он говорит: что ему нужно лежать? Я говорю: прям так лежать, говорю, не нужно. Вот это прям сейчас надо беречь. Трястись, говорю, надо этим беречь, вот так вот ухаживать там, в общем. Представляете, прижилось. Слава Богу. Да, и я сказала, что я не верю. Он еще был шутник, он мне говорит: знаю, прошло какое-то время, он мне фотографии отсылает, я вижу, что оно прижилось, и все. И потом он мне звонит, говорит: у меня опять ухо отвалилось. У меня сердце остановилось. Он говорит: да я пошутил. Я говорю: еще раз так пошутишь. Шуточки. Вот эти 2 отопластики я очень сильно вспоминаю.
Видите, как прекрасно, что Да. есть такие истории, которые вас сейчас веселят. А, наверное, на тот момент, когда это все происходило, вам было не до смеха. Это была трагедия. Да, это была просто трагедия, потому что да. это был ваш труд, и тут вот это вот Да. все произошло, и не факт, что это еще опять приживется. Ну, это просто это не потому, что я хороший доктор или он хороший человек. Это просто так решил Бог, что у него это ухо должно прижиться. Это было нереально, чтобы Чудо оно. Да, это было просто. чудо. Чудо произошло. чудо, Вот, а да. был какой-то такой результат какого-то пациента, который вам запомнился вот сильнее всего? Вот, допустим, вы не ожидали, что будет так. Ну, это моя первая операция. Да, расскажите о ней. Первая операция кто приходит? Это приходят родственники. Да, Да. там, Страшнее всего, наверное, да, делать родственникам? ну да, Более это же, ответственно. да, это ответственно. И в то же время ты понимаешь, что они... во-первых, ты будешь с ними видеться на каждом мероприятии, Да. и это ты будешь видеть. Если это своя ошибка. Да, ты это будешь видеть. Или да. наоборот. Да, и самая первая пациентка это была моя тетя, Мгм. а самый первый зуб, кому удалил, была моя мама. И она мне так еще, когда я вот про зуб удаляла своей маме, она мне говорила: ты вообще осложнения знаешь при удалении зубов? Я говорю: да, конечно, удалила я зуб, но на всякий случай пошла еще почитала. Думаю, лучше бы я его не удаляла. Это был сложный зуб, нижняя восьмерка, опять же, повезло, как-то так я его легко удалила. Ага. Хотя это самый сложный зуб. А с тетей было, я ей делала веки первые. И потом она мне рассказала, я этого не заметила. Она говорит, я ушла, и меня, говорит, мне так было страшно, что, по-моему, я в обморок ушла. А я так была сосредоточена на ране, Мгм. что я не обращала на нее внимания. То есть вот я вся в Вы на ране. процессе, да? Да, и я потом... И для меня это был урок, что Надо нужно следить разговаривать. за пациентом, да. Надо с ним разговаривать, надо слышать, что он чувствует, надо дышать с ним в унисон, думать с ним в унисон. То есть вот это вот... И вот когда я сделала операцию, никто не видел рубцов, и все говорили, как она похорошела. Она решила скрыть эту операцию, никому не говорить. Все говорили, как она похорошела, что она собой сделала. Тогда же еще не так была развита пластическая хирургия, никто не мог понять, что она сделала. А я так себя горделиво чувствовала, и в то же время, почему она не может это сказать? Хотелось, чтобы да, все чтобы все об этом родственники знали. знали. Да. Ну, и я потом, мне один очень взрослый человек сказал, слушай, ты уже порцию своей славы получил, это достаточно. Все кругом хвалят, но пока не знают кого, но придет время, они об этом узнают. Какая операция для вас была самая сложная морально? Липосакция. Почему? Я не очень люблю липосакцию, потому что она дает больше всех осложнений, и с ней дольше всего реабилитация. Ну, в основном приходят женщины, да? Ну, нет, сейчас уже... Кстати, сейчас вот эти гендерные различия уже очень мало, сейчас очень много. И, ну, Мужчин я не могу приходят. сказать очень много, но достаточно вырос процент мужчин. И в этом я не вижу ничего плохого. И молодцы, они уже не стесняются, уже некоторые разрешают выставлять себя, Мгм. фотографии, беседовать с ними. То есть это нормально, красивыми хотят, наверное, быть все. И Да. мужчины тоже, это нормально. С какими последствиями домашних процедур вы сталкивались? Вот было О, такое? Это тоже, это- наверное, отдельная какая-то тема, да? Когда я начинаю про это говорить, все люди, все мои коллеги будущие, вернее, все мои коллеги Ага. с медицинским образованием, там, медсестры, там, врачи там, других профессий, они считают, что я хочу как-то их задеть или как-то их там обидеть. Или там что-то там сказать, вот я звезда, а вы там все не звезды. Нет, в первую очередь все круто. Есть мои коллеги, косметологи, девочки, у которых среднее медицинское образование, но они лучше меня, они круче меня работают, они профессионалы в своем деле. Я у них не стесняюсь, спрашиваю что-то. Ну, есть какие-то узкие специальности, да? Да. Вот, допустим, помните, вот есть такой один профессор, я профессор
там по среднему уху, да? То есть я вот это Да, вот ну знаю, нет, а что-то другое я очень, у нас прям даже есть общий гяп, я дружу с этими Да. девочками, и я правда у них спрашиваю, чего я не знаю. И мне не стыдно об этом узнать. Но когда делают вот эти непонятного происхождения филлеры в ягодицы, а особенно в груди, это вообще это очень супер-мупер опасно. Расскажите об этом вот подробнее. Какие косметологические процедуры, вот вы как хирург, Вот сейчас я прохожу курс реабилитации со своим близким человеком по онкологии груди. Ну, это достаточно взрослый человек, это няня была моим детям, наш близкий друг семьи. Это мне родной человек. Я вижу в онкологии, сколько молодых девчонок лежат. То есть я сейчас хожу, и рак помолодел. ужасно, особенно молочной железы. И зная это, почему пациенты, девушки идут на непонятные филлеры, гели, боди-филлеры, боди-гели и в себе вливают в грудь. Почему это более доступно, чем поставить Это импланты? легче, это дешевле, дешевле, и типа реабилитационный срок короткий. Но сколько приходило таких с осложнением? Самое мелкое осложнение — это капсула образовалась, и слава богу. То есть капсулу потом это все удалил. Но это же все врастает в железу, это все начинает гноиться, все начинает быть, и, во-первых, это эстетично очень некрасиво, во-вторых, это очень сильно вредит здоровью, это идет интоксикация очень сильно организма, и человек может погибнуть от этого. И причем это говорят везде, и все равно толпами ходят к этим косметологам, и они показывают свои дипломы, что они такие дипломированные, что они такие распрекрасные. Ради бога, где документ на этот филлер? Где, что им можно заполнять молочную железу? Не зря были придуманы импланты в капсуле, и то, которые дают тоже свои осложнения. Все же не просто так. Да. Что-то, я, конечно, в шоке. Да, а были ли случаи, когда вот пациенты какие-то пришли с какими-то, то, что они сделали в домашних условиях, какие-то процедуры? Вот я очень часто слышала, в сети показывали, что сейчас продавались филлеры, Нет, допустим, лично там у меня не было. Может на быть, Wildberries там сами да. себе что-то сделали, что-то себе там вкололи. Нет, у меня Такого не было было? такого. Более приходили косметологи, мне рассказывали, девочки. Ко мне-то такие пациенты не приходили, покупали на маркетплейсах филлеры и просили проколоть. И не потому, что я там хотела показаться, что вот я не такая, я не колю другие препараты. Нет. Не сертифицированные. Да, я говорю, девочки, я несу за вас ответственность. Я не знаю, где он был сделан, но вот я его купила там, вот у меня чек. Я говорю, пожалуйста, только не в стенах моего кабинета, не в стенах моей клиники, потому что у нас все очень строго, и я буду нести ответственность за ваше здоровье, если что-то так не получится. Вы скажете, и что я вас попросила? Вы же доктор, вы должны были меня остановить. Поэтому никогда не делаю те препараты, которые мне приносят. Как вы думаете, пластика помогает психологически или это временно? То есть если есть какие-то недовольства? Недавно я сама себе задала вопрос, именно сама себе. Сделала ли пластика меня счастливее, когда я что-то изменила в себе? Я не скрываю, я себе собирала грудь, я себе делала липосакцию живота, и я себе делала эндоскопию лба. Это короткий момент, как любое счастье. Короткий дофамин. Да, короткий дофамин, и все. И очень долгая реабилитация. Но когда меня мои близкие друзья спрашивают, вот стоит нам это сделать или нет, я говорю, слушайте, если вы хотите, сделайте. Лучше сделайте, пожалеть, но это закрыть свой гештальт. Хотите, сделайте. Но имейте в виду, что это тоже сопряжено со здоровьем, что может быть то, это, 5, 3, 10. Если вы на это готовы, то да. Но пластика, конечно, делает человека более уверенным по каким-то там рядом причин. Но опять же, это все очень... Ничего нету постоянного. Все очень на короткий срок. Давайте поговорим о ботоксе. Все-таки ботокс — это вот яд. То есть вы же видите много таких... Я считаю, что это миф. Нет, это миф, да? Вот реально опасно.
Или все-таки он безопасен, настолько уже проверен годами продукт? Ну, очень-очень интересный вопрос. Безусловно, все может быть опасно. Любое лекарство может быть и ядом, и лекарством. Все должно быть в меру. Когда мне приходят и говорят, вот знаете, там от ботокса одна женщина там задохнулась. Она так себя начала в этом уверять, что когда я сделала 5 единиц только, и она стала задыхаться, мне пришлось сделать некоторые моменты реанимации, чтобы показать, что вот мы тоже все делаем. Я понимаю, что это была психосоматика. Да. И когда начинаешь объяснять пациенту, что ботокс делают в неврологии, что делают детям, которые больны ДЦП, что делают... Ну, изначально был, да? Да, Изобретен для для неврологических заболеваний. Да, то есть он был как бы для серьезной медицины, Да. будем тогда так говорить. Поэтому, когда вот, да, мы можем, безусловно, и у меня были минусы, когда я делала в самом начале ботокс, и бровь падала. Нет, ну это абсолютно да, не но имеет это к же этому. нет, это же тоже было для пациента трагично. Ему хотелось быть красивым, а ты его здесь сделал временно некрасивым. Я всегда так говорю. Радуйтесь, что это не перманентно, что Да. это все возвращается, что все это приходит в норму. Просто мы сейчас более детально изучили биомеханику всех мышц. Я всегда говорю, вот моя дочь училась по американской системе анатомию. И когда я там открывала ее анатомию, или она мне что-то рассказывала, я думаю, я вообще училась в мединституте, я вообще учила анатомию. У них другая анатомия, у нас другая анатомия. И вот сейчас, благодаря тому, что мы ездим на конференции, Имеем такие возможности да, общаемся участия. со своими коллегами. Есть коллеги, которые очень щедры на знания, не скрывают ничего. Ты можешь с ним позвонить ему, поговорить, узнать, что, как, почему так, почему эта мышца так себя повела, Да. почему нужно было такую глубину. И вот это мы все время это обсуждаем, и теперь, к счастью, все наши осложнения сведены к минимуму. Но я все равно сторонник того, что после 55 лет лучше не делать ботокс вообще. Потому что ткани становятся более рыхлые. Атония мышц, да? Да, и происходит? идет диффузия этого препарата. Мы не получаем того результата, который мы хотели изначально. Да, только вздернутые брови наверх. Да, и все. Никакого лифтинг-эффекта мы не видим. Да, к сожалению, да. Так что, Найля Джавдатовна, а можем поговорить о личном? конечно. Что для вас важнее всего в личной жизни? а, в- принятие моих родственников, меня такая, какая я есть. То есть я могу прийти уставшая, я могу прийти злая, я могу прийти голодная, и они это чувствуют и подстраиваются под меня. Я это раньше не понимала. Я думала, что это в порядке вещей. Что типа я же хирург, я такая вся звезда, типа они должны меня принимать, какая я есть. И они же знают, что я их люблю. Ну, они знают, я все время стараюсь доказать свою любовь. Ну, и не надо доказывать, мне кажется, они это видят. Ну, теперь, когда я прихожу домой, я, видимо, в связи с своим возрастом, как это, мудрее становлюсь. Я вижу, что мой сын увидел, что я пришла там, да, там, он мне так, тапочки, сразу чай, там какое-то приятное кино, куш подогревать, тоже так же делает мой муж. Забота. Да, вот это вот забота. И я вот это все прекрасно понимаю, что они так стараются для меня, да, чтобы я себя комфортно чувствовала и дома, и на работе. Или как вот недавно там такой был момент, я не знаю, какой у меня бензин в машине. Потому что Это же замечательно. да, потому что мне муж заправляет бензином. И был такой случай, у меня недавно дворники перестали ходить на машине. Поломались дворники, от них отлетела вот эта силиконовая штучка. Короче, дворники отдельно, эта штучка отдельно была. И я мужу звоню, ему объясняю, говорю, вот эта штучка, он говорит, ну какая штучка? Покажи мне видео. Я ему показываю видео, он говорит, так, садишься, едешь в тот магазин, я тебе локацию отправила, там тебя встретят, деньги я уже оплатил, тебе это поставят.
А я опять, он что-то мне сказал, как это называется, а я опять это забыла, как это Опять эта называется, штучка. да. И он говорит, короче, не парься, они знают, что тебе поменять. Я вот это вот вроде бы мелочь, да, такая. Но я ехала такая счастливая, что вот обо мне так думают, обо мне так заботятся, что вот все так прекрасно в жизни. Вот это для меня самое главное. Это не Забота. эгоизм, что там обо мне заботятся или там меня любят, да. То, что они, ну, они видят мою любовь, и у меня есть отдача от них, и я вижу их любовь. Это очень важно Ну для да, да. женщины получать Да, в этот момент заботу. себя чувствую женщиной. Вот, точно. Потому Да. что на работе ты как бы себя не чувствуешь женщиной, ты доктор, а в этот момент себя чувствуешь женщиной. Да. Какая ваша черта вот сильнее всего вам помогает в работе? Вот ваша черта характера. Не то, что я позитивный человек, я реалист. Я понимаю, что да, это случилось, да, из этого нужно выйти, и надо пойти проблеме навстречу, а не убегать от нее. И когда я иду к своей проблеме навстречу, она разрешается не всегда положительно в мою сторону, но она как-то разрешается. И вот эта черта, что я, Ну вы смелая. да, что я не боюсь, да. Вы смелая. Да, что и мне страшно. Мне Нет, страшно, но я все равно иду. никто не говорит, что не страшно. Да, Конечно, страшно, но очень вы страшно, смелая, вы да. не убегаете Ну вот, от да. И проблемы. Вы же говорите о том, вот что... как бы иду им навстречу и стараюсь успокоить пациента как-то так с юмором, так все подойти к нему по-доброму, потому что все пропускаешь через себя. Думаешь, действительно, это же сейчас не очень хорошо, что получилось. Я понимаю, как пациент переживает, и начинаю с ним долго разговаривать. Мы же еще психологи, мы же не то, что Конечно. хирурги, да. Что вас делает счастливой вне операционной? Успехи моих детей. Только вот я прям радуюсь там всему. Там, как это, сын решил, что он будет отжиматься 300 раз. Мгм. Сколько Вот. вашему сыну? 28 лет. Дочка у меня замужем, она живет далеко сейчас от меня. А сын еще не женат. Да, еще не женат, и вот он там отжался энное количество раз, которые мы с ним загадали. Я так этому радуюсь, думаю, какой молодец. Вроде бы там... Вот это вас делает счастливой, Да. вне операционной. Да, здоровье моей Дети. семьи. Да. Моя семья, конечно. А еще у меня с недавнего времени появился сад. Сад? Да, Расскажите об этом. да, у меня такие розы. Так нескромно. Нескромно скажу, просто очень красивые, очень громадные, всех ярких цветов. Кто знает меня, знает мой сад. Я просто больна им. Это мой антидепрессант. Маленькие дети и сад — это мои антидепрессанты. Вы любите повозиться, да? Я вообще люблю цветы. Я вообще люблю все яркое. Если, наверное, мы же близкие знакомые. Вы же знаете, что я люблю ярко одеваться. У меня яркая форма, у меня цветы все яркие. И вы сама очень яркая, недавно красивая женщина. Встретилась с одним мужчиной, и он мне говорит: слушайте, у вас почти все сорта роз в саду. А это говорит: у вас нету одного сорта. Я говорю: какого? Он говорит: черный принц. Я говорю: в Узбекистане нет этого сорта. Он говорит: есть. Я говорю: нету. Потому что он говорит: я вам сказала, что да? Есть, да. И я говорю, он говорит: он есть у меня. Я прям, знаете, чуть ли не упала на шею к этому мужчине. Пожалуйста, пожалуйста, любые деньги, я так хочу эту розу. Он говорит: все, я вам привезу. Не надо таких эмоций. Да, в общем, обещал привезти. Будем надеяться, что теперь у меня этот сорт тоже будет. Черный дай принц. бог, чтобы был, конечно. Раз обещал, мужчина должен исполнить свое обещание. Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот сейчас самые-самые популярные, на пике популярности, какие процедуры? Процедуры? Да. Это ботокс, конечно. Что еще? От губ уже все отходят. Все Вы же и косметологии просто, я почему веду?
Да, Вы же не только занимаетесь хирургией. сейчас, как ни странно, очень стало востребованы нити. Мгм. Очень многие мои коллеги в них не верят, Вы и как считаете? я в них верю. А Вы видите почему? результаты? Да. Я сейчас скажу, почему люди в них не верят, и пациенты, мои коллеги. Все просят завышенные требования. Мгм. Нити оставляют ваше лицо в том положении, в котором вы есть сейчас. Они Они не дают. удерживают Да. ваше положение. Они не дают вам лифтинг. Они просто вас, грубо говоря, замораживают и То есть оставляют они не дают ухудшения. ухудшение. Да, Да, это они, самое да, главное. Да. Они останавливают останавливают тот процесс птоза. птоза. А все видят инстаграмные фото до и после. Ну, конечно, когда я там потяну, вы увидите сразу результат, Да. но это же все временно. На Ну, отеки. на 3-4 дня, да. Но то, что нити работают, это вот, я уверена в этом на 200%. А как же тогда вот эти вот многие хирурги говорят о том, что нити мешают Нет, в это чуть-чуть хирургии? сейчас не про. Это раньше были нити полипропиленовые, которые не рассасываются. Мгм. Сейчас, если даже эта нить рассасывающая, и она оставляет после себя фиброз, Да. то есть мы же не работаем под кожей, мы же работаем под апоневрозом, мы же тянем именно мышцу с апоневрозом. То есть мы... На уровне СМАСа. Да, на уровне СМАСа. Я хотела по-простому, думаю, не стала Да. там, да. На уровне СМАСа все тянем. Поэтому даже если это будет все, это же идет под дермой, большинство все нити. А нити ставят в ПЖК, Да, правильно? То да, есть это подкожно-жировую. это никак нам Это не никак мешает. не мешает хирургии. Нет. То есть это миф, когда Это миф. говорят, Для что меня это миф. Когда я оперирую и вижу, что человек после вам нити, ничего для не меня мешает. это миф, да. Это как говорю, там у танцоры там что-то. Увидела я сделали ниточки, убрала и все. Или радиус, я там увидела конгломерат радиуса. Когда-то же он пациенту помог, и это было хорошо. Осталось там чуть-чуть этой белого гидроксиапатита кальция. Открыла Мешает и убрала. Мне он ничем не помешал. Просто убрала и дальше пошла. Все. Филлеры. Филлер мне один раз помешал. Приехала пациентка, попросила поднять ей лоб, а весь лоб был в филлере. Мгм. Я говорю, его нужно рассосать. Потому что для нас это было все не объективно. Она не разрешила нам рассосать, но я и отказала ей в операции. Потому что я должна видеть костную структуру, что я буду делать, вернее, до этого я должна все увидеть, как это все будет смотреться, куда мне, как это правильно тянуть. И поэтому это было очень важно. То есть для меня. из всех процедур косметологических филлер может помешать? Да, но он просто перезагружает лицо и дает очень много потом отеков после нашей операции. И желательно его, А какие конечно, процедуры убрать. косметологические нежелательно делать перед тем, как пациент собирается на пластику? Опять-таки, очень много коллег, которые говорят... Все, что связано с биоревитализацией, все, что связано с улучшением качества кожи, все будет хорошо. Мгм. Я не видела ни одного пациента после РФ, мне не попадались такие пациенты, поэтому ничего не могу сказать. После игольчатого вы Да. имеете в виду? Но он же тоже работает на уровне дермы. Да, То есть он же просто читала статью, но никогда не видела, поэтому ничего не могу А сказать. по поводу смаз-лифтинга он-то работает Не лучше? было таких пациентов, поэтому Тоже не было, да. да? Тоже не Поэтому можете сказать. Те, которые делали смаз у нас в Узбекистане, я ничего не увидела. Все было легко и просто. То есть не было этого как показывают Да, в Инстаграме. Там и у нас всё нету там такого аппарата смаза. Будем так то есть говорить. нет? Да, который такой более серьезный. Самый серьезный аппарат, он, во-первых, эта процедура будет только стоить в пределах $1500-2000. Он сам стоит как космический корабль, сам этот аппарат. Поэтому Ультраформер вы имеете в виду? Да, хороший ультраформер, он стоит очень дорого. У нас же он вроде бы есть в некоторых клиниках. Но это спорный вопрос, насколько он хорошо работает. Понятно. Да. Это тоже еще, наверное, все-таки зависит, наверное, от параметра, какие будут выставляться тоже, Не могу точно вам ответить на этот вопрос, потому что я не владею этим вопросом, я не знаю их параметры. И вы не работали? Да, и я не работала. на этих Но я не видела результатов. Я видела результат после аппарата,
Ну да, он Ну, был проблем не было. месяц-два, да. Но когда я оперировала, проблем не было, да. Ну, вот это Поэтому вот это сказать, что самый часто задаваемый да, вопрос. поэтому сказать, Мешает что ли в хирургии именно аппаратные какие-то методики, нити, филлеры, ну, нити мне гидроксиапатит точно не кальция, мешали, а, гидроксиапатит кальция мне тоже не мешал. полимолочная кислота, вот эти фиброзы, вот это вот все, это вот то, что вот рассказывает это все. Нет, Вам это не мешает? нет. Единственное, что мне мешает, когда мы делаем блефаропластику, и до этого делать нитевую блефаропластику, вот эту ниточку потом тяжело прям вытащить, она прям там эпкапсулируется, и нужно очень долго это все вычищать, все. А все остальное как бы пока нет. А как понять, что пора идти к хирургу, а когда достаточно, допустим, обойтись хорошим косметологом? Ой, видение красоты настолько у всех разное, и ты не можешь напрямую сказать пациенту, что тебе не нравится в нем. Если он тебе даже задаст этот вопрос, надо всегда спросить, а что вы хотите? И тогда я вам смогу помочь. Приходят и 20-летние девушки на пластическую операцию, когда они потеряли большую массу тела. Мгм. И приходят очень взрослые женщины, которые тоже там что-то хотят в себе чуть-чуть изменить, хотя там тотально можно все поменять. Это настолько все индивидуально, и я не знаю ответ на этот вопрос. Вот прям не знаю. Потому что, опять же, видение красоты у всех разное. Нет, ну я имею в виду, вот, допустим, когда ты понимаешь, что у тебя там излишки кожи, да, там, вот как вы говорите, после, допустим, Да, ну тогда, похудения резкого, да? подходим к Или зеркалу. все-таки достаточно сходить к Нет, косметологу? когда уже есть... Можно все-таки Нет. вот Я сократить? считаю, что, например, даже иногда пластическая хирургия лучше, чем косметология. Она более правильно выровняет анатомические все положения, чем косметолог. То есть мы же не просто тянем кожу, мы Да, же тянем боже мой, со смасом. со смасом, и мы прям знаем все эти векторы, Да. поэтому как бы я думаю, что иногда даже пластический хирург больше помогает, чем косметолог. Косметолог иногда, не в обиду будет, перезагружает филлерами, за счет чего происходит очень пастозное лицо. Поэтому вот так, если вот рассуждать, то да, иногда пластический хирург, видишь, что нужно сделать, корректно это говоришь, и пациент с тобой соглашается. Да, но у нас же, видите, такое мнение сложилось у людей, что хирургия, она очень дорогая. На самом ли деле, или она стала уже доступной? Ну, это миф. Сейчас это достаточно доступно. Тем более у нас в Узбекистане. У нас уровень наших докторов очень высокий, а ценовая политика очень низкая. Да, то есть приезжают даже Да, у к нас вам. очень много Насколько я пациентов. помню, вы рассказывали, что у вас очень много Очень много, пациентов, да. У которые нас в приезжают Англии из очень других много стран. пациентов, у нас очень много пациентов с Америки, очень, ну, из ближнего и дальнего зарубежья. Достаточно много пациентов. Есть ли какие-то золотые правила и стандарты, которым вы всегда руководствуетесь в работе? А, ну, это мой самый любимый стандарт: не навреди. Если я чувствую, что что-то пойдет не так, я сразу отказываюсь от любой процедуры, от любой операции. То есть если встанет выбор «да» или «нет», то есть если этот вопрос возник в вашей голове «да» или «нет», вы выберете «нет». Да, это в первую очередь забота о пациенте и безопасность его. Вы все-таки и самое главное, вы хирург, вы врач, но вы также и занимаетесь косметологическими, да, процедурами, вы косметолог в том числе. Вот для вас понятие хирургия и косметология соперники или все-таки они друзья? Безусловно, мы друзья. В содружестве мы только помогаем нашему пациенту, потому что мои косметологи помогают мне до операции повысить текстуру кожи, сделать ее более здоровой. И после операции, когда они помогают мне реабилитировать кожу быстрее. Без них мы как без рук. И в содружестве с косметологами, нутрициологами, терапевтами, с нашими даже анестезиологами у нас быстрее получается реабилитировать пациента, и быстрее он социален становится. Какие процедуры нельзя делать перед походом к хирургу? Вот есть какие-то такие, которыми вы вот прям вот категорически Ну вот, против? например, у нас в
клинике есть Quadrastar аппарат Asclepion фирмы. Это лазерный липолиз. И женщина, которая имеет холку, то есть это непосредственно на спине, на жировые отложения в области шеи и спины, начинает активно ее массировать. Так Настолько, называемый вдовий горб, да, да? да, настолько активно массирует, что вызывает. Массаж это все прекрасно. Ну, в это место вызывается прилив крови. Соответственно, прилив крови это что значит? Обогащается вся эта наша жировая ткань всеми витаминами, кислородами, и она еще больше разрастается и каменеет. И в этом случае помогает только лазерный липолиз, потому что он сначала растапливает жир, он превращает его в эмульсию и разрывает эти жировые клетки, а потом мы уже эвакуируем и вот этот эмульсионный жир. И очень тяжело работать, когда женщина несколько раз делала массажи. Я прям категорично хочу прям целый пост выставить, чтобы никогда холку не массировали. Толку от этого никакого не будет. Она меньше не станет. То есть массажем убрать холку Невозможно. невозможно. Только липосакция. А еще лучше лазерная липосакция. У вас в клинике Это есть, это да. есть, вы проводите Да. эту процедуру. Да, Ага. да. Мгм. А какие еще есть у вас новые какие-то, может быть, аппараты, какие-то аппаратные методики? Вот эндолифт есть какой-то новая Нет, мы не методика. работаем Что вообще, что эндолифтом. думаете об этом? Просто сейчас у нас стала больше и лучше идти реабилитация, и мы стали быстрее делать операции в связи с тем, что у нас, ну, во-первых, навыки стали больше, во-вторых, мы работаем в команде. Это не просто один хирург, как раньше, один хирург и одна медсестра. Сейчас это 3 хирурга. И, Сокращается да, время сокращается операции. время операции. В 3 руки мы работаем, и быстрее идет операция. И реабилитация идет быстрее, потому что мы работаем, опять же, повторяюсь, в содружествами с многими нашими коллегами. Раньше, я помню, в советские времена тоже, да, так проводили операции? Несколько хирургов участвовали Ну в нет, одной это до сих операции. пор, просто сейчас, это, вернее, всегда так было, да. Да. Но в пластической хирургии как-то был один хирург, И один да, ассистент. один ассистент. А сейчас вот хирург, например, говорит: так, ты свободен, все, пошли там, будешь там быстрее Ну, потому что помогать, да. сейчас очень много делают сразу совместные, да, Да, какие-то операции. да, То есть за один обязательно. наркоз делают и Да, грудь, да, и грудь, и допустим. нижний этаж, и лицо, и все То есть и сразу все делать можно сделать сразу одномоментно, да. одномоментно. Но иногда я пациента отговариваю, конечно, каждый пациент хочет отболеть за один раз. То Да. есть но это большой стресс для организма. Я говорю: нет, давайте там все-таки поэтапно. Ну, иногда Разделить. сейчас все в наш век, все такие занятые, все говорят: нет, давайте все и сразу. Я все равно веду беседы, говорю: давайте, может, мы лучше разобьем, все. Ну, если вот так приходится, то да, мы работаем 3-4 бригады сразу в одну операцию. Ну и напоследок блиц, 5 вопросов. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая косметологическая процедура? И почему? Пилинг. И почему? Ну, потому что ты видишь себя новую. То есть это обновление кожи, все. И я лично сама не занимаюсь пилингами, я хожу к своим коллегам. Я получаю от этого самый вау-результат, пилинг. А что из хирургии вам приносит наибольшее удовольствие? Какая ваша любимая хирургическая операция? Что вы любите делать? Я люблю все. Ну, может быть, что-то есть особенное. Любая операция, которая получилась так, как я хотела, я прям получаю кайф. Ну, правда, нету любимой. Какая самая популярная у ваших пациентов операция? Ну, наверное, блефаропластика и А, мамопластика. Скажите, что из косметологии или из хирургии вы считаете, вот это настоящие союзники? Вот какая процедура совместно дает вот потрясающий вау-результат? Если бы вот у нас был разрешен феноловый пилинг, а он считается очень токсичный для сердца, я считаю, что вот сделать глубокий смаз и еще плюс какой-нибудь хороший пилинг во время операции, то есть под наркозом, то результат вообще будет вау. Вообще будет сам. Ну или сделать лазерную шлифовку. Как вы относитесь к лазерной шлифовке? Очень хорошо, но опять же к ней завышенные требования. Все думают, что это вот прям
сгладили, погладили, нет. Оно дает результаты, но это нужно делать несколько раз. Минимум 5-6 раз. Не так, как заявляют все производители фотографий до и после. Мгм. Я всегда говорю, если у вас уже есть атрофия на лице или идеально не выровнять рубец, все равно он будет виден. Это все равно, что если у тебя нет руки, она не вырастет. Так и кожа не нарастится. Да, вы сгладите, вы утончите этот момент, но это все равно будет видно. Идеально, как показывают до и после на фотографиях, это нереально. Какие процедуры вы делаете для себя вот именно в косметологии, помимо пилинга? Что вы еще делаете Я себе? очень люблю нити, Мгм. вот, но сейчас я уже созрела, что все-таки мне нужно сделать вторую треть лица по Мендельсону, фейслифт. И я надеюсь, что в ближайшее время я его сделаю. Вы будете делать здесь операцию? В Конечно. Ташкенте? Я никогда никуда не езжу, я доверяю только своим коллегам. Осложнение может случиться везде и у любого коллеги-доктора. А здесь хоть дома в своих стенах. Я просто к ним готовлюсь и морально, и физически, что могут быть осложнения. Я как-то от этого страшнее мне, может быть, но я же знаю, как с них выйти. Я знаю, что просто надо будет набраться терпения. И когда меня спрашивают, где вы делаете операцию, я делаю только в своей клинике, потому что, я доверяю своим коллегам, я доверяю своим медсестрам, и я доверяю всей своей стерилизации. Мгм. Для меня это очень важно. И родные стены всегда лечат. Да. И и всех своих родственников я оперирую только в своей клинике. Какие у вас ваши утренние ритуалы? Секреты вашей красоты? Да, Расскажите нашим вообще зрительницам. никаких. Как начинается утро Да, на Элли Джавдатовны? умылась, причесалась и пошла, называется. Знаете, мне дарят столько кремов, и каждый мне, кто дарит, рассказывает преимущество этого крема. И я прям верю на слово. Я даже не читаю их, потому что я верю на Да. слово. Я просто по очереди беру какую-нибудь баночку и мажу. И все. То есть там вижу, да, вроде есть эффект. И на этом все. Была То есть у вас недавно. каких-то своих особенных секретиков нет, да? Нет, Вот утро, как ваше начинается утро? я очень люблю зеленый чай. Ага. Я пью только зеленый чай. Не с кофе, как все думают. Кофе могу так иногда, но люблю зеленый чай. И люблю вообще все крема с неонацидами, да? Правильно я Да, называю? нет. Да. Не как вы говорите это Да. слово не могу. Я люблю очень с ретинолами крема. Ретинол мне очень нравится. Но ретинол я, как правило, вечером мажу. Да, его только на ночь. Да. А так прям, чтобы... Очень люблю Дермапен, хожу к своим девочкам на Дермапен. У меня есть очень хорошие девочки-косметологи, мои любимые. И хожу... Дермапен люблю, пилинги люблю, нити. Филлеров у меня нету. Все думают, что у меня филлер нет, потому что у меня такой типаж лица монголоидный. Филлеров у меня нету от слова совсем. Что еще? Вроде вот так вот. Принимаете витамины, может быть, БАДы? Что порекомендуете? Да, я пью все. У меня, когда открою шкаф в моем рабочем столе, у меня все в витаминах. Все. Вспомню, выпью, вспомню, не выпью. Но всегда пью витамин D с К. Да. Это я всегда пью. И всегда пью магний. Это прям на постоянной основе. Есть еще много других витаминов. Я знаю, что нужно пить витамины В группы, там фолиевую кислоту, все. Вспомню, выпью, вспомню, не выпью. Что вы можете пожелать всем женщинам, которые будут смотреть наш подкаст? Чтобы они были любимы и любили. Это самое главное. Потому что красота женщины, когда она вся светится, когда энергия с нее идет. А эту женщину видно сразу. Я сразу вижу женщину, которая живет в любви. Ее сразу видно. Красота, она в глазах смотрящего. Безусловно. Спасибо вам большое за этот прекрасный, душевный разговор. Вам хочу спасибо сказать за то, что вы меня вывели на такие эмоции, которые я держала в себе долгие года. Я достаточно откровенный человек, но меня это растрогать до слез, это очень тяжело. Поэтому спасибо вам за те эмоции, которые вы мне сегодня предоставили.